Рада приветствовать вас в своем саду. Я сегодня расскажу вам, какие опоры для плетистых роз у меня на участке. Одни металлические, покажу и расскажу конструкцию, а вторые как бы временные, но они мне настолько понравились, и по всему саду сейчас их уже около 12 или 15 штук. И клематисы на такие закрепили, довольно устойчивая, совершенно дешевая, простая. Расскажу и покажу как. Возможно, кому-то пригодится. Сегодня расскажу вам давно обещанную тему. Опоры для плетистых роз. Когда мы подвязывали розы разными способами, я вам пообещала показать позже, на что я свои плетистые розы опираю. Это вы узнали, Пьер де Рансар. Так вот, я вам расскажу, как двумя способами мы подвязываем свои плетистые розы. Муж мне помогал. Делал опоры, я крепила и раскладывала розы. Так вот, два вида опор. Первый вид, я вам расскажу технические характеристики. Они из металла, что, как и где, покажу на примерах роз. А второй вид опоры, он мне, кстати, понравился намного больше, потому что это временные опоры, которые можно убирать на зиму, и они стоят сущие копейки. Или вообще даже ничего вам не будут стоить, если у вас что-то осталось от ваших строек, или на даче, в своем доме всегда что-то есть под рукой, из чего их можно соорудить. Мы такие временные опоры по всему саду, штук 15 я уже поставила. И зимой не будет у нас этих городков по участку, по всему. Будет красиво, чистенько. И розы, там, где у нас есть плетистые, мы просто опустим и накроем. Идемте, я вам покажу. Пьер де Рансар красивый такой. У меня, кстати, он посажен был, когда еще террасы и этой опоры не было. Все было распланировано, я отмерила, посадила с одной стороны крыльца и с другой. И вот за 2 года нарос такой куст. Идемте. Так, это моя плетистая роза Вестерленд. Тут она у меня расположена на стационарной металлической опоре. Сейчас я вам расскажу ее конструкцию. Сварена она в форме прямоугольника. Вертикальные 3 трубы сечением 15 на 15 забетонированы в землю на полметра. Ширина перголы 1,80 м, высота 2,5 метра. Эта роза очень мощная, крепкая, поэтому она тут на этой опоре только одна. Эта секция разделяет у нас участок на 2 части. Техническая часть и зона декоративного сада. Что еще хотела сказать? Сейчас ближе покажу саму конструкцию. Наварены декоративные элементы. И стоит она стационарная. То есть она и зимой, и летом, и круглый год. Весной я периодически подкрашиваю. Покрашена краской по металлу, прогрунтована, а потом покрашена. Подкрашиваю части, если там что-то подржавело. Чем хороша эта опора? Тем, что она крепкая, и на зиму я к ней подвязываю свои плетистые розы. Эта роза не сильно опускается хорошо, поэтому я ее связываю и привязываю прямо непосредственно к опоре, к перголе к этой. На землю она не укладывается. Это плюсы. А минусы, то, что она всегда на участке стоит. Но она, в принципе, и декоративные элементы смотрятся красиво. Вот эти фигурные, которые вы наварите, украшают участок. Можно зимой гирляндой украсить ее, и будет красиво. А из неудобств то, что она всегда тут.
будет. Если ее захочется убрать или что-то тут поменять, пересадить, ее просто надо будет срезать понад землей, потому что она сильно забетонирована. Сейчас покажу другие опоры временные, как я думала, сделаем, но они мне так понравились, что я думаю, может быть, их оставить и будут как не временные, как постоянные. Конструкцию сейчас мы посмотрим ближе. Роза красивая. Вестерленд. Ну, вот эта конструкция для... Так, у меня еще тут посажены георгины. Ну, тут буду. Эта конструкция у меня для двух плетистых моих роз. Это Христофор Колумб плетистая и Гирлянд Амур. Конструкция очень простая, состоит из дерева и из композитной арматуры. Вот так стану. Значит, мы берем доску, которая у нас осталась от стройки. Любой высоты, смотря какую розу вы хотите закрепить. Толщиной 20, 25, 30. Сильно толстую брать не надо, тоненькую тоже не надо, потому что она может попросту расколоться. Распускаем ее пополам, 5-7 сантиметров. И что мы делаем дальше? Мы ее крепим к нашим профилям. У нас остались металлические профиля, к которым мы крепили гипсокартон. Мы взяли где-то с полметра, сантиметров 70, 50 сантиметров будет забиваться в землю, а то, что останется, 20-30, как у вас получится, остатки какие, мы вот этот кусочек доски просто саморезами прикрепили в 3 местах, чтобы вот эта ножка у нас одна была крепкая. Одну ножку забили в землю под углом, веером раскладываем в зависимости от того, какая у вас роза, шире, уже. Одну забили, вторую, потом по уровню, по горизонту выставили перемычку, тут сантиметров 20-15. По высоте вы поняли, в зависимости от того, какая ваша роза. У меня в разных местах разной высоты такие опоры. Просверлили с одинаковым шагом отверстие, и у меня тоненькая, хорошо композитная арматура. И ее туда, опять же, по уровню, чтобы красивенько было, продели композитную арматуру. Между собой арматурины я связала пеньковой веревкой. Вот и все. Крепите розу, раскладывайте ее. Так, наступила, по-моему, на георгиния. И вот эти ветви потом раскладывать и закреплять, как вам будет удобно. Выдержала она уже не один ливень и град, и все с ней нормально. Хотя кажется, что она очень неустойчивая. Чем хороша? Тем, что когда похолодает, мы ее просто возьмем, вытащим, выкрутим наши саморезы, вытащим для укрытия роз нашу композитную арматуру, сложим на хранение, и все. А эта роза хорошо у нас гнется на зиму. Мы ее наклоним, и все. И, по-моему, Гирлянд Амур и укрывать не надо. Уже рассыпается, отцветает. Я таких опор по саду сделала очень много. Сейчас пройдем, я просто поснимаю, покажу вам, поназываю, какие розы на ней закреплены. Вот и все. Для того, чтобы она служила дольше, мы ее зашлифовали и опалили газовой горелкой. Можно еще лаком сверху вскрыть вот эту досочку. Тоненькую только не берите, потому что она будет хрупкая. На перемычку можно тоньше, а вот это 25, ну хотя бы 20 миллиметров толщина, чтобы ее была. Все, опора очень простая. И мне кажется, она даже лучше, чем металлическая, потому что ее можно убрать. Ну, внешне, конечно, металлическую, там можно узоры всякие поделать красивые. Это простая из подручных материалов. Все, экспериментируйте, и у вас все получится. Идемте смотреть опоры по саду. Так интересно, я георгин. А нет, живой георгин. Как я вам сказала, у меня по саду
Этих опор очень много. Вот эта роза Алхимист, мощная, с жесткими побегами, распределена по точно такой же опоре. А внизу роза Батшеба. Она первогодка, я и поменьше опору сделала. Так, это Шнейвальцер, плетистая роза, крупноцветковый кламбер. Две посажены симметрично, одна второгодка, другая третий год, поэтому такая разница у них в кустах. Как я вам сказала, эти опоры уже у меня месяц. Надежные, крепкие. Делайте, может быть, вам мои советы пригодятся. И до встречи в следующих видео. Расскажу, наверное, про свои хосты.